Что будет с рублем в 2026 году? Этот вопрос много-много раз обсуждался в 2025 и уже набил оскомину. Но он не стал менее актуальным. Что мы увидим? Новый скачок курса или новое укрепление? Если есть вещи, которые затрагивают прямо вообще всех, практически всегда, то это как раз курс национальной валюты. Раз вы включили это видео, не забудьте подписаться на канал и напишите в комментариях, какой лично вы ожидаете курс рубля. Ну что, поехали разбирать? В конце 2025 года рубль продемонстрировал сильное укрепление. Сильное укрепление было вызвано в первую очередь тем, что спроса на валюту как такового большого нет, приток валюты в страну есть, за счет того, что, в общем-то, все сырьевые ресурсы, они как экспортировались, так и экспортируются. Да, с дисконтами, да, со сложностями, да, со всеми ограничениями, но ничего никуда экспортироваться не перестало. Все, в принципе, работает. И, в общем-то, здесь вопрос, больше валюты приходит или меньше, но она приходит. При этом внешние рынки, которые раньше работали на вывод прибыли, на покупку каких-то товаров, они по факту закрыты. То есть перевод из России в недружественные страны — это такой квест с непонятным исходом. ЦБ для того, чтобы бороться с инфляцией, стабилизировать курс, повысил ключевую ставку. И депозиты, которые, в общем-то, это безрисковый фактически продукт, а в рамках Гражданского кодекса России еще и такой продукт, который тебе гарантирует стопроцентное изъятие. В западных банках, если ты положил депозит, ты пришел его расторгать раньше срока, банк вообще абсолютно четко вправе тебе этот долг не отдать. Почему ключевая ставка так важна? Ключевая ставка — это все равно это как средний индикатор по больнице, но там плюс, грубо говоря, 4-8% — это ставка кредита, минус пара процентов — это ставка депозитов. То есть это индикатор того, под какие деньги вы либо разместите ресурсы в финсистеме, либо заберете их оттуда. То есть либо вы хотите положить под депозит, окей, вот это там ключевая ставка с каким-то минусом, потому что банки придут и разместят эти деньги в ЦБ, они должны что-то заработать. Либо, если вы хотите получить кредит, вам скажут, слушайте, мы-то привлеклись по ставке депозита, плюс у нас есть издержки, соответственно, есть возможные невозвраты, мы получим мы вам дадим деньги под достаточно большой процент. Но ключевая ставка — это индикатор. Что происходит сейчас? Приток валюты есть. Валюта никуда не тратится, она в значимой части остается внутри страны. Очень сильно развивается оборонный сектор и все, что с ним связано. При этом реальная экономика ресурсов фактически недополучает. Почему? Потому что если ключевая ставка 16, это значит, кредит будет там 20-25, это в таких оптимистичных раскладах. Это значит, что бизнес, который может позволить себе такой кредит, он должен приносить какие-то гигантские барыши, то есть там 30, 35, 40 плюс. Соответственно, на что это влияет? Допустим, у человека есть сбережения, у него есть 100 тысяч долларов. Он думает, можно мне разместить в долларах, и там, допустим, я получу 3%. Либо я смотрю, что курс плюс-минус стабильный, или он вообще в мою сторону идет. Давайте проконвертирую все в рубли и положу в рублях под условные 14, где лучше. То есть при том, что если ему нужно будет что-то покупать потом из долларов, то есть вот он положил долларовый депозит, ему все равно потом придется конвертировать эти доллары и уже за них купить даже импортную какую-то продукцию. Вот эта вся сложная цепочка приводит к тому, что чем выше ключевая ставка, тем больше спрос на национальную валюту. Это та ситуация, которая сложилась сейчас. На курс, на ставку влияет множество факторов. Эта взаимосвязь может в целом не всегда работать или работать не так интенсивно, не так жестко, менее эластично. Это всегда вопрос тесноты взаимосвязи. И для каждой экономики он свой. Вот у нас сложилось вот так. Соответственно, что нас ждет? Первое. Уже понятно, что ключевую ставку будут снижать. И это просто с точки зрения реальной экономики и возможность спадов производства давно назревшая мера, с одной стороны. Все, вот этот вектор уже есть, он уже наблюдается, уже были снижения ставки, но они не были достаточно резкими. То есть это, в принципе, правильно, потому что у людей должны формироваться ожидания. Потому что все будут думать, сегодня на 5% подняли, завтра на 5 опустят, да это вообще что такое происходит? Возможно, потом будет 20. Поэтому ставку будут снижать. Это значит, что рубль неизбежно будет ослабевать. Это первый момент. Второй момент. Есть интересы экспортеров, которые сейчас, в общем-то, несут основную часть валютной выручки, а именно эта валютная выручка позволяет в дальнейшем производить закупки за рубежом. Она позволяет финансировать в том числе оборонный бюджет. Чем проще для экспортера, чем больше, грубо говоря, условных рублей он получит за условную бочку проданной нефти,
тем ему проще оперировать вот в условиях того, опять-таки, что и с экономикой-то все не так супер классно, когда у тебя дорогие кредиты, да, то есть у тебя кредит дорогой, значит, нужно банкам много процентов отдавать. И второй момент, вот у нас сейчас то дисконт ведут, то какие-то санкции, то еще какие-то ограничения. Что происходит? Ну, это все удорожает процесс. Соответственно, помимо того, что вот он продал за условные $100 бочку нефти, он получил при курсе 70, да, 70 умножить на 100. Это вот то, что он принесет в экономику, заплатит зарплату, покроет свои издержки. А если курс будет 100, то он принесет не условно уже 70 на 100 или 7 тысяч, а он принесет 10 тысяч. И будет чувствовать себя гораздо свободней с точки зрения распределения ресурсов. И у нас экспортная отрасль — это, по сути, то, что достаточно давно обеспечивает приток валюты, обеспечивает возможность покупок за рубежом. И самое главное, эти отрасли, они, безусловно, лоббируют свои интересы. То есть это, опять-таки, не что-то такое, что вот, смотрите, какие негодяи, они лоббируют свои интересы. В Америке это вообще официально. Это лоббизм абсолютно регулируемая официальная сфера. В этой связи, скорее всего, мы ждем ослабления рубля, потому что есть масса факторов, которые говорят за то, что крепкий рубль, он не будет устойчив в долгосрочном периоде. Ну, просто ввиду тех факторов, которые я перечислил. Когда это произойдет? Когда будет принято решение о снижении ключевой ставки? Как изменится структура платежного баланса, структура дефицита бюджета? Это можно прогнозировать, но загадывать в существующих условиях далеко-далеко вперед вряд ли получится. Конечно, если будет какая-то разрядка в плане политических договоренностей по украинскому конфликту, это можно ожидать быстрее. Соответственно, если будет, наоборот, эскалация, то, скорее всего, будут какие-то кратковременные шоки, скорее всего, будут скачки курса, которые потом будут нивелироваться, или падение рынка акций, которые потом будут выкупаться. Поэтому, скорее всего, мы ждем ослабления, потому что крепкий рубль, он сильно-сильно тормозит экспортно-ориентированные отрасли, которые принципиальны на данный момент. Допустим, мы находимся в таком сценарии, когда рубль не ослабляется, при этом остается высокая ставка. Что будет происходить? То есть, с одной стороны, опять-таки, те же экспортеры и производство, они получают меньше рублевой выручки, при том, что их еще сверху на выручку сильно-сильно лимитируют всякие ограничения, санкции, технические факторы. Очень много того, что играет на данном этапе в негатив. Соответственно, они не доплачивают налоги. Это очевидно, они будут платить меньше налогов. Они будут резать расходы. Что такое snowball-эффект применительно к экономике? Допустим, есть крупное предприятие, и, допустим, оно режет расходы. У этого предприятия условных 100 смежников, то есть у него есть 100 поставщиков. Так вот, это значит, что либо он из этих 100 поставщиков заплатит только 90, либо он срежет на 10% свои расходы. Соответственно, вот эти все поставщики получат на 10% меньше денег в том или ином виде. Эти поставщики своим поставщикам также заплатят меньше денег, они будут резать косты. Они заплатят меньше денег своим сотрудникам. И это все дает мультиплицирующийся эффект. То есть то же самое, когда, например, все хорошо. Есть эффект мультипликатора в экономике. Это, в общем-то, нормальная ситуация. Когда, например, а вдруг они стали платить больше? Ага. Значит, есть окно для роста зарплат, есть окно для развития, есть окно для того, чтобы нанять дополнительных поставщиков, есть окно для того, чтобы закупить какие-то более технологичные продукты. Соответственно, мы сейчас находимся в той ситуации, когда очень-очень много ограничений. Что произойдет, если останется крепкий рубль и при этом высокая ключевая ставка? Достаточно сильно снизится, скорее всего, собираемость налогов, все начнут снижать расходы, и это, по сути, такой первый шаг в спад, в рецессию, и, соответственно, все будут, то есть все это Центробанк России, это правительство, как минимум будут анализировать ситуацию, они достаточно быстро и оперативно реагируют на то, что происходит. Они будут стараться этого не допустить. Поэтому такой сценарий есть, гипотетически он на столе, но фактически я не думаю, что он хоть как-то реализуем. Что делать обычным людям? Что делать тем, кто помнит, что такое 98 год, 2008, как ходил курс в 2014, что было с биржей в 2022? Это не инвест-рекомендация, это очень важно. Это просто здравый смысл. Не кладите яйца в одну корзину. Вклады не должны быть в одном банке, в одной валюте. А то, что вам нужно сделать, это распределить активы. Грубо говоря, если у вас есть активы, достаточные для того, чтобы делать какие-то валютные депозиты и рублевые, разложите их в определенной пропорции. Допустим, условно 50 на 50. У вас есть очень простое решение.
Соответственно, укрепился рубль. Да, вы на рублевом депозите выиграли, на валютном, безусловно, проиграли. Произошла обратная ситуация. У вас, в принципе, ничего не поменялось. И сбережения несут свою функцию. Они сохраняют стоимость. То есть что такое сбережение? Это сохранение стоимости. Это первый момент. Второй момент — финансовые активы. Все то же самое. Но если вы просто до этого успешно зарабатывали на рынке акций, все было прекрасно, вы нашли какую-то правильную стратегию, либо хорошо вложились в компанию, и это не значит, что он будет продолжаться всегда. Ну, вы видите часть. Всегда есть такие активы, как депозиты, облигации, всегда есть распределение по валютам. Сейчас достаточно сильно выросло золото, например. Опять-таки, там очень много ограничений, очень много необходимо провести анализ. И самое главное, здесь, честно, лучше, если вы профессионал, вот следуйте этим принципам, если вы хотите распоряжаться. Если вы хотите какого-то устойчивого долгосрочного результата, вам все равно придется идти к профессионалам этого дела, к тем, как мы обсуждали в более ранних видео, кто имеет лицензию, кто имеет трек-рекорд, у кого хорошая репутация. Вот на основании сочетания всех этих факторов можно проводить выбор. Ну и дальше, естественно, здравый смысл. То есть, опять, если вам кто-то обещает, что вот как лети, птичка, лети сюда, там вкусно будет, ну или хотя бы вот, и это бесплатно, приятно, и только для вас, только у нас, конечно, этого никогда не будет, этого никогда не произойдет. Вот на это там вестись и как-то какие-то шаги предпринимать точно не стоит. Второй важный аспект. Нужно иметь план. Нужно думать не датами, а сценарием. Допустим, мы не говорим, что вот в третьем квартале мы сделаем вот такое-то действие, такой-то шаг. Мы рассуждаем и говорим себе, а что мы будем делать, если ставку снизит? У нас есть план. Окей, значит, мы перекладываемся в депозит. При этом очень важно понимать, что не нужно ловить вот эти вот я вот сейчас поймаю курс, он чуть лучше, я хорошо поймал, потому что я его ждал. Это рассуждение непрофессионала ни к чему хорошему, кроме как потери нервных клеток, не приведут. Поэтому сценарий. То есть если ставка растет, вот так. Если курс растет, вот такое действие. Если что-то меняется на рынке недвижимости, такое действие. Вы это понимаете, действуйте спокойно. Спокойно, если что-то случилось, продаете или покупаете. И, в общем-то, вот это и есть рецепт победы. Для того, чтобы принимать правильное решение, нужно быть в курсе ситуации. Поэтому я хотел бы пригласить вас в свой телеграм-канал, где я оперативно разбираю важные и нужные новости, которые, безусловно, будут полезны вам при принятии решений. 2026 год для рубля — это не просто выбор курса и выбор определенной цифры, это выбор модели, в рамках которой будет жить страна. Сейчас все выглядит так, что власти сделали следующий выбор. Победить инфляцию, ослабить рубль мягко и в некотором роде остудить экономику. Получится это или нет, каким образом, какой будет эффект, все это мы будем разбирать в следующем году на моем канале. Подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях. Увидимся в следующем выпуске.